Привет! Today we are going to read Russian folk tale. This tale is called Пряничный домик, and this tale will help you to practice imperfective and perfective aspect of verbs, reflexive verbs, and also it will be really useful to practice the usage of prepositions with different cases, singular form. So let's start. Жили-были брат и сестра. Звали их Ваня и Маша. Однажды Ваня и Маша взяли лукошки и пошли в дальний лес за речкой собирать ягоды. Ходили Маша с Ваней по лесу, ходили да заблудились. А лес густой, темный, деревья корнями переплетаются. Шли они, шли, вышли на полянку. На полянке стоит пряничная избушка. Стены у нее из пряников, крыша из леденцов. Поставили Маша и Ваня лукошки с ягодами под елку и побежали к избушке. Отломили от нее по прянику и только потянулись за леденцами, вдруг кто-то заревет в пряничной избушке. «Кто мою избушку ломает?» Испугались Ваня и Маша, побросали все пряники и побежали в лес. А в той избушке жил медведь. Выскочил он из избушки, из пряничной избушки, да как бросится за ними, бежит, рычит, все равно догоню. Слышат Ваня и Маша, медведь топает уже совсем близко. Добежали до орехового куста и говорят: «Ореховый куст, спрячь нас, за нами медведь гонится». «Садитесь под мои ветки», — говорит ореховый куст, — «я вас прикрою». Сели Маша и Ваня под ореховый куст, прикрыл их куст ветками, медведь и пробежал мимо. «А теперь, — сказал куст, — идите вон по той тропинке, а на дорогу нарвите моих орешков, они вкусные». Нарвали Маша и Ваня орешков и пошли дальше. Увидал их медведь и опять побежал за ними. Слышат Маша и Ваня, догоняет их медведь. Куда спрятаться? Смотрят, нора, а из нее лисичка выглядывает. «Лисичка, спрячь нас скорее!» — закричали дети. «За нами медведь гонится!» «Медведь гонится? Ну, полезайте в мою нору!» — сказала лисичка. Залезли Маша и Ваня в лисичкину нору и притаились. Медведь не увидел их и пробежал мимо. «А теперь, — сказала лисичка, — вылезайте, я вам другую дорогу покажу». Показала лисичка Ване с Машей дорогу к речке. «Спасибо тебе, лисичка, — сказали Ваня и Маша, — возьми эти орешки, они очень вкусные». Пошли Ваня с Машей дальше, а медведь увидел их, зарычал и опять кинулся вдогонку. Добежали Ваня с Машей до речки и не знают, как скорее через речку перебраться. Медведь вот-вот их догонит. Плывут по речке две уточки. «Уточки, уточки!» — закричали Ваня и Маша. «Перевезите нас на другой берег, за нами медведь гонится». «Садитесь на нас», — сказали уточки, — «мы вас перевезем». И Ваня с Машей переплыли речку. «Спасибо вам, уточки, вы спасли нас», — сказали Маша и Ваня. «Вот вам орешки, они очень вкусные». А медведь добежал до речки, увидел, что Маша с Ваней уже на другом берегу, до деревни недалеко, и закричал: «Больше не ходите к моей избушке за пряниками». Видят Ваня и Маша, что медведь уже не гонится за ними, остановились и говорят: «Прости нас, медведь, что мы твою избушку ломали. Мы только хотели попробовать пряников и леденцов. Мы не знали, что ты живешь в пряничном домике». «Ну ладно, — сказал медведь, —
Раз вы прощения просите, так и быть, приходите ко мне в гости. Только больше не ломайте мою избушку, а пряников я вам и так испеку. Okay, guys, so now we are going to practice this folk tale. We are going to do some exercises. As usually, we will answer the questions and do some more exercises to practice listening. Что делали дети в лесу? Почему медведь разозлился? Кто прятал детей от медведя? Как дети перебрались через речку? Почему медведь перестал сердиться на детей? Что бы вы сделали, если бы увидели настоящий пряничный домик? Okay, and now you have to identify what case we use with the following prepositions. And also try to make up your own phrases or sentences with these prepositions. Пошли в лес. За речкой. По лесу. На полянке. У нее. Крыша из пряников. С ягодами. Поставили под елку. К избушке. За ними. С Машей. Идите по тропинке. Дорога к речке. Плывут по речке. Перевезите на другой берег. Садитесь на нас. Добежал до речки. На полянке стоит пряничная избушка. Стены у нее из пряников, крыша из леденцов. Испугались Ваня и Маша, побросали все пряники и побежали в лес. Добежали Ваня с Машей до речки и не знают, как скорее через речку перебраться. Прости нас, медведь, что мы твою избушку ломали. Мы только хотели попробовать пряников и леденцов. А пряников я вам и так испеку. And now let's learn new phrase. Сменить гнев на милость. The meaning is the same as перестать сердиться. Stop being angry. Let's check the example. Медведь сменил гнев на милость и простил детей. Thank you for watching this video. I hope it was really useful for you. If you wish to book a lesson, you can freely email us. You can see the email here or check it in the description to this video. So wish you a wonderful day or evening or night and до встречи. Пока-пока.